Привет! Сегодня мы открываем новую рубрику «Разоблачение», где будем говорить о том, что нам не показали в сериале или показали, но не так, как могли, если бы хотели. Реальные события или выдумка. Как было бы, если бы Сулейман не казнил Мустафу? Сожалел ли Сулейман о казни Ибрагима? И правда ли, что Паргали сбежал из страны? На эти и другие вопросы мы будем отвечать с вами в этой рубрике. Сегодня я предлагаю вам разоблачение одного из самых интересных героев сериала. Давайте обсудим реальную историю Нигяр Калфы. И хоть историки уверяют нас, что такого персонажа не было, уверена, что никто не может об этом со стопроцентной уверенностью заявлять. Открытие, которое мы сделаем в конце этого видео, буквально взорвет ваш мозг. Но не спешите перелистывать, так вы пропустите всю логистическую цепочку, которая в истории реально могла быть. Давайте представим себе гарем, а в нем Хюррем. Наверняка у Роксоланы были верные рабы, которые помогали ей удерживать власть и верно служили ей в истории. Так почему же Калфа, которая являлась главной служанкой в гареме, не могла быть правой рукой жены султана? Только потому, что никто не знает, как на самом деле ее зовут? Но спасибо создателям сериала, что дали ей такое звучное имя – Нигяр, что в переводе с турецкого означает «отзывчивая». Правда, есть еще масса определений для этого имени, но уверена, что Нигяр именно такою и была. Вы помните, какой была Нигяр в начале сериала? Да, она была исполнительной и требовательной Калфой, которая знала толк в служении династии и правилах гарема. А какой она была как женщина? Мы это тоже хорошо помним. Внешне серой мышкой, всегда в одном и том же платье и украшениях. Но потом, когда она полюбила Ибрагима, женщина расцвела. Но в сериале Нигяр не повезло. Ее угораздило влюбиться в самого амбициозного визиря Османской империи, правую руку самого султана, да к тому же женатого на его сестре. Вы думаете, что в истории это было возможно? Но это очень сильно вряд ли, тем более Нигяр, которая свято чтила гаремный кодекс и была предана членам династии с головы до ног. А вот полюбить себе подобного, пусть даже какого-нибудь пашу, Нигяр вполне могла. В сериале Нигяр падает с обрыва и умирает. Причина тому – ее запретная любовь. Но хотела ли Нигяр себе такой судьбы? Точно нет, вот прям уверена. Более того, также уверена, что Нигяр вышла замуж, родила детей и достойно закончила свои дни в каком-нибудь Санджаке, где служил ее почтенный муж. Но в конце ролика мы все узнаем. Но за кого тогда вышла замуж Нигяр? Какие варианты были у простой Калфы гарема, пусть даже такой полезной для Хюррем подданной? Осмелюсь предположить, что Нигяр могла выбрать себе в мужья Насуха Эфенди. Какая жизнь у них бы с ним была? Насух в реальной истории был очень порядочным человеком. Правда, вот женщинам он предпочитал науку. После убийства Мустафы он покинул Стамбул и уехал от него далеко, где прожил остатки своих дней в прикупленном заранее домике. Да, он был очень умным человеком и ответственным. Но хотела ли Нигяр, жившая так долго во дворце и видя свет и блеск фавориток и султанш, провести свою жизнь в какой-то глуши? Очень сомневаюсь. Нет. Насух Эфенди на роль мужа Нигяр сильно не дотягивал. Рустем Паша, согласно версии сериала, короткое время был мужчиной Нигяр. Здесь у меня мало аргументов против такого союза. Рустем – влиятельный человек, богат. Опять же, выйдя замуж за Рустема, Нигяр могла обеспечить себе достойную жизнь в одном из его богатых дворцов, родить детей, иметь прислугу, носить дорогие наряды и украшения. В общем, вести светскую жизнь. Правда, вот Рустем женился на Мехримах, и Нигяр пришлось забыть Рустема. Ибрагим Паша мог стать мужем Нигяр? Мог. Очень сильно даже мог. Давайте порассуждаем. Согласно мнению некоторых историков, Ибрагим не был женат на Хатидже Султан. Другие историки утверждают, что Ибрагим был мужем сестры султана, однако она его никогда не любила и вышла за него замуж по просьбе своего брата, султана Сулеймана. Но через какое-то время Хатидже с Ибрагимом все-таки развелись. И тут очень интересная историческая деталь. В архивах Топкапы хранятся письма Ибрагима к его жене.
Он писал их из военной экспедиции. В этих письмах свою жену он называет Мухсин Хатун и целует их общего сына Мехмеда. Никто не знает, кем была Мухсин, откуда она родом и как образовался ее союз с Ибрагимом. Так почему же сериальная Нигяр не могла быть той самой Калфой Мухсин Хатун, которая получила свободу от Хюррем и вышла замуж за Ибрагима? Кто сможет достоверно подтвердить или опровергнуть эту версию, сказав, что она не могла бы быть в истории? Что вы об этом думаете, друзья? Поделитесь с нами в комментариях. Но ведь и это еще не все. У меня для вас есть сногсшибательная версия о том, что Ибрагим и Нигяр прожили до глубокой старости и умерли в один день, как говорят у нас в истории. Я постараюсь вам это доказать в следующем ролике. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропустить эту и другие интересные истории. А на сегодня все. Не пропускайте главное. Подписывайтесь на канал, переходите на вкладку «Сообщество» и узнавайте еще больше про Османскую империю.